Детский сад был, и в детском саду уже лежали в одной комнате где-то человек 30, наверное. Моя жена не ходячая, она не может ходить, это я могу ходить. Тут идет стрельба, на улице не видите. Работа волонтеров меня просто восхитила. Я подумал, ну слава Богу, то, что я люблю. Это не только мне, всем прекратили выдачу пенсии. Я с женой не познакомился. Да, это в этом я преуспел, да. Меня зовут Толорая Тамазы Шалвович. Я родился 25 августа 1947 года в село Кахаты Зугдитского района Республика Грузия. Детство прошло великолепно, конечно. Я учился, значит, в Зугдитской 4-й средней школе, это русская школа была. После окончания школы, когда заканчивалось 14-15, мы каждый день играли в футбол. Час минимум, а потом шли по домам. У меня были тогда лепшие друзья, тогдашние, которых я никогда не забуду. И один сейчас находится в Киеве. Он там, значит, немного парализован, но ничего, выкручивается. Один, значит, самый левший, значит, 29 лет погибает. Но мы не забываем эти вещи, эти дела. После школы второй поехал в Киев, а третий поехал во Львов. И мы в этих городах окончили высшие учебные заведения еще в 1970 году. Я окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени Климента Аркадьевича Тимирязева в 1970 году, как я вам сказал, экономический факультет. Экономика и организация сельского хозяйства. А после окончания института меня, значит, так сказать, как окончившего высшее учебное заведение и не служивший в советской армии, тогда была советская армия, то призвали в советскую армию. После окончания, значит, военной службы в советской армии я приехал в свою родную страну, в Грузию, приехал в 1972 году. И начал работать. И работал, значит, в разных предприятиях, достаточно внушительных, и хорошо зарекомендовал себя. Я в некоторые части работал, так сказать, вначале не по специальности, но потом по специальности, а потом, значит, в административных этих самых органах, исполком городской и прочее. С женой где вы познакомились? Я с женой не познакомился. Это было, значит, когда мне было 30 лет. Интересно. Я работал на строительстве Ингурской ГЭС, строительство Ингурской гидроэлектростанции, начальником планового отдела, еще не был женат, и где-то 30 лет уже пора жениться, значит, туда-сюда девушки нравились, то не нравились, понимаете, как это все происходило. Ну и тогда через этих друзей, которые со мной рядом работали, там же, через них как-то вышли в этом самом и познакомился с ней. Познакомился с ней, и потом, значит, пошло дело, так сказать. Да, ну, вы великолепно знаете о том, что, значит, в 90-х годах была, значит, так сказать, после развала Советского Союза, так сказать, что обидно, значит, гражданская война в Грузии. Гражданская война в Грузии, во время гражданской войны тут происходило, значит, безобразие, можно так сказать, абсолютное безобразие, значит, грузины стреляли в грузинов, правительственные войска против войск, значит, первого президента Зверда Гамсахурдия, а потом, значит, вмешался еще, так сказать, Хедриони, во главе которого был Джаба Юсильяни. Это был большой террорист, это был огромнейший человек, так сказать, в кавичках человек. И мне пришлось, значит, обзванивать своих друзей, которые находились в Российской Федерации, на Украине. Значит, мол, такое положение, у меня безвыходное положение, почему я себе, у меня 2 детей, я кормить не могу, семьи уже то, что было, исчерпались. А получилось так, что, значит, тут идет стрельба, на улице не видите. Я помню, как выходил купить хлеб, буханку хлеба, в 4 часа утра вставал и приходил в 8 часов вечера. И там не очередь была, а была толкотня. Там люди, значит, падали в обморок. А эти хедрионцы, Джаба Юсильяни, что руководили, они заходили и стреляли, значит, и наводили ужас на трудящихся. Ну, об этом я не хочу сейчас говорить.
И вот этот, когда буханку хлеба я домой приносил, то я был на 7 небе. Целый с утра, с 4 часов утра, понимаете. И потом детей стало жалко. Я-то мог там выжить с женой, но детей было жалко. Короче говоря, обзвонил, и попал я, значит, так сказать, в одному моему великому другу, который до сих пор, значит, в Луганскую область, город Красный Луч. Сейчас называется Хрустальная, переименовали. Вот я, значит, туда приехал и, значит, там обосновался, помог мне он, конечно. Я ему звоню и говорю, у меня денег даже на дорогу есть, а там, значит, что я буду делать, как нищий буду ходить. Ты только приезжай, об остальном позабочусь я. Я помню, с каким трудом, понимаете, отсюда нельзя было выехать, и не было транспорта, ни самолетов, ничего абсолютно. И как-то я попал, значит, так сказать, в Батуми, значит, я помню, как, значит, тогда не было этих самых рейсов, таких по расписанию все остальное. И какой-то коммерческий рейс, сегодня я приехал, завтра вечером вылетит. Представьте себе, сутки торчал в этом самом Батуми, и, значит, сами поставили меня, значит, в очередь. Я заплатил деньги там, что они просили, не в кассу, а так просто на руки, и прилетели в Ставрополь. Когда я в Ставрополь летел, я подумал, что слава Богу, что жизнь продолжается. Здесь было невозможно, понимаете. И когда в Ставрополе я уже сел на поезд, когда поезд отправился в точное назначенное время, когда отправился секунду на секунду, я подумал, ну слава Богу, то, что я люблю, а что было в городе. И приехал туда и начал работать в Красном Луче. И тогда открыл этот мой друг магазин автозапчастей, достаточно крупный и достаточно, значит, очень достаточно богатый он был. И я руководил этим делом до 2000 года. Это было в 1994 году. Шахты, которые там работали в Красном Луче тогда, в тот период, значит, 93-94 года по 2000 год, они работали на полную мощность. И людей там было тьма народу, понимаете, народу было столько, что, значит, по тротуару не пойдешь, машин, все остальное. Но потом они с 98 года постепенно шахты начали закрываться по разным техническим причинам, я сейчас не буду вдаваться в подробности. И где-то уже в 99 год, там скоро наступает 2000 год, и уже наш магазин тоже немножко присел. Но у меня в Харькове был друг, Левший, скончался, он похоронен здесь, в Грузии. Левший друг тоже. И он приезжал ко мне, значит, я тоже в Харьков приезжал, конечно, к нему. И он говорит, давай приезжай сюда, в Харьков. Я говорю, а что я буду делать в Харькове? Я говорю, и так, так сказать, на плечах этого человека нахожусь, они не знали друг друга. Но так получилось, что, значит, я переехал, значит, в Харьков. Ну, по коммерции, конечно, он меня на завод не приглашал. Почему? Потому что я был сельскохозяйственным, значит, специалистом, а я там не мог работать. И там, значит, восстановился я и до 2010 года, 10 лет пробил в Харькове и жил, и работал вполне успешно. Он открыл магазины, и я, значит, руководил этим самым делом, и, значит, он тоже находился в доле этих самых привилегий. 2010 год, значит, заканчивается. И, значит, моя дочка, которая вот старшая, которая окончила Луганский медицинский институт, она выходит замуж за хорошего человека, и они жили в Киеве. В Киеве, значит, и поэтому, значит, говорит, ну что ж ты там будешь околачиваться в Харькове, давай приезжай. И мы здесь, зять был хорошим человеком, скончался, правда, большая, значит, у нас беда получилась. И приехал, короче, я уже в Киев переехал. В Киев, значит, так сказать, там у зятя были очень большие связи и большие коммерческие дела. Опять коммерческие здесь более внушительные. И работал я там до 2022 года. 24 февраля и жил в Киеве. 23 февраля за день там с друзьями сидим в кафе, туда-сюда беседуем, разговариваем, пьем кофе, что такое, там шашлык, такое дело.
значит, дочка вот эта старшая, которая, значит, звонит мне и говорит, где ты находишься? Это уже во второй половине дня, 23-го. Я говорю, я нахожусь вот здесь и вот здесь. Ты давай сейчас, говорит, срочно бросай все, бери это самое машину, все, что хочешь, езжай. Короче говоря, в один из банков, где какие-то вложения, какие-то эти самые там, ну, понимаете, ячейки, что кладут. И забирай все оттуда. У тебя доверенность есть на меня, я занят другим. Я говорю, что такое, что за спешка такая? Там война начинается, говорит. Но мы так мимоходом это тоже обсуждали, там когда-то сидели. Но дочка официально это заявила. Я друзьям говорю, вот такое дело, она не может ошибиться. Она очень умная, очень деловая. Самая девушка моя, сейчас ему уже 46 лет. Вот. И мы, значит, встали, заплатили деньги, вышли. И я прямо туда, то, что она сказала. И 23 число, короче, не доевший то, что мы, так сказать, кушали, да, не доевший это, пришлось оттуда это самое сваливать. И 24-го утром уже объявляют о вторжении, значит, широкомасштабной Российской Федерации на Украину. А потом началось 24 числа все это. Переграждены были, значит, проспекты, эти самые, как называется, преграды сделаны, созданы, эти самые всякие, и уже сами ошижали, потом, значит, пошло дело уже в открытый, так сказать, что уже действительно началась война. Да, в первой войне, конечно, это была очень, значит, напряженная обстановка. Почему? Потому что вот эти дома, в которых мы жили, рядом домах, уже были эти самые бомбоубежища, так сказать. И были освобождены бомбоубежища, и там, значит, прятались. Ну, как таковую, значит, я не помню, что я ночью там всю ночь провел, но тоже, значит, во время этих самых сирений, когда приходили, то мы спускались и там же переждали. Вот, некоторое время, и потом, значит, там у нас рядом церковь была, и в церковь была очень хорошая бомбоубежище сделана, кстати, церковь хорошая, внизу там вообще все. И люди там спали, там на этих самых одеялах, на этих люди там спали всю ночь. И это продолжалось вот достаточно до 17 марта. До 17 марта я там был. Но через 4 дня я это самое дочь, сын этого внука и внучку отправил, значит, через Молдавию на запад, в Германию. И почему это Кишинев? Причем потому, что в Кишиневе у меня был родня, и он их встретил. Там они остались 2 дней, а потом, значит, поехали в Германию. На своей машине, значит, я их отправил. А мы остались, моя жена и еще одна дочка, мы остались тогда 17 марта, значит, я через Львов и Варшаву, и 23 марта мы приземлились в Тбилиси. Почему? Потому что уже сирены участились. Кое в каких местах, в отдельных местах, отдельных районов были взрывы, были, значит, эти самые. И остановка все время накаливалась, понимаете? Накаливалась остановка, многие начали въезжать, ну, наши знакомые, тоже наши друзья, начали выезжать потихонечку. А потом, значит, средства массовой информации, здесь в грузинские средства массовой информации, можно сказать, что они немного раздували ситуацию. Они говорили больше, чем то, что было, это наверняка. Харьков сравнили город с землей. Ну, почему, как сравнили? Это самое 1,5 миллиона человек проживает. Можно из этих слов можно подумать, что там действительно уже все мертвы и все разрушено. Такого уже не было. Вот. И поэтому отсюда начали уже родня звонить все. Близкие, родные, что там делаешь, сюда уже телефон хотел вообще отключить, честное слово. Я не знаю, как поступить. Я же сам лучше вижу, что здесь происходит, нежели ты здесь сидишь в Грузии. А потом по дороге, я помню, когда до Львова ехали с большими, так сказать, приключениями, и потом на Варшаву, какой человек позвонил, где находишься? Я говорю, вот здесь нахожусь. Еду, приеду. Жена находящая у меня, 2 человека помогали мне ее спускать с автобуса и поднять опять на автобус. Я это пережил, а потом она еще простудилась якобы, или это самое, или морально, значит, это самое, она сказала, так,
И отошла только через там 2-3 недели от всего, да. Ее, чтобы привезти сюда, это была очень большая проблема. Но мне вот это удалось. Честь вам и хвала, как говорится. Да, это в этом я преуспел, да. Автобус ехал за назначенное время, мы поехали во Львов. Но дело в чем? Дело в том, что была боязнь все-таки, боялись того, что по дороге, чтобы не было ничего такого, значит, эксцессов, ударов, там, взрывов или самых, понимаете, или с воздуха, или откуда-то. И остановились, не доезжая во Львов, и сделали это самое, ночлег. Ночлег сделали, детский сад был, и в детском саду уже лежали в одной комнате где-то человек 30, наверное, и женщины, и дети, и мужчины, все вместе туда-сюда. Вот. Но на следующее утро опять повезли во Львов. Все-таки приключения, потому что боимся. А потом во Львове тоже устроили. Но здесь чуть получше устроили, это самое, типа хостеля. Вот, во Львове тоже бомбили где-то в сутки, может, и 2. Потом нас перевезли опять-таки в Варшаву. В Варшаве тоже, в старом городе, города Варшаве, так называется, старый город. Там жили тоже около 2 суток. До 17 числа, до 23-го, представляете, 6 суток, да? 6 суток находились на дороге во Львове и в Варшаве и прилетели потом в Тбилиси. Когда мы въехали из Киева и до Варшавы, работа волонтеров меня просто восхитила. Представляете, автобус уже останавливался на каждом шагу, можно сказать. И нас там, предоставляли все возможности, питание хотите, лекарства хотите, может плохо, может не так, что волонтеры по дороге до Варшавы, что нам помогали, это я в жизни не забуду. Девчата, ребята, Боже упаси. Это сверх, так сказать, приятно. Вспомнить и приятно сказать. Как я узнал, что есть гуманитарная помощь. На Паньяшвили был еще 60 дом, знаете, да? Он туда, я первый раз туда попал, на Паньяшвили 60. Это рядом, где я проживаю, кстати, пешком можно туда идти. И от Паньяшвили потом узнал в других местах. Потом же выбили на Бетлема. На Бетлема, Игорь был там хороший парень. Он в Лейпциге, да? Будете разговаривать, привет передавайте. Такой пацан хороший. Да, в связи с тем, что мы переселенцы из Луганской области, оккупированной территории, правда, у меня регистрация в Киеве и все, это не только мне, всем прекратили выдачу пенсии. Не прекратили, прекратили, приостановили, точнее будет, приостановили. И в чем дело, это я еще в начале года было где-то в январе. В чем дело? Они не знают Пенсионный фонд Украины, мы живы, мы вообще где находимся, что с нами. Они правы, я ничего не говорю. Пенсионный фонд – это солиднейшая организация, хотя она строгая, так и должно быть. Понимаете, и поэтому уже поехать туда через все европейские страны, прямого рейса нету, через европейские страны, опять через Варшаву туда, мне не доставляет удовольствия, во-первых, это очень тяжело, во-вторых, нам средства нужны, туда приедешь, потом сюда вернешься, пока ты с пенсионным фондом разберешься, понимаете, это все-таки расходы огромные, вот, и так получилось, что, есть Юра такой, и он мне помог и создал видеоконференцию с пенсионным фондом, и мне это была видеоконференция 5 июня, за 3 месяца было прекращено выдача пенсии, и позавчера я получил себе пенсию. Моя жена не ходячая, она не может ходить, это я могу ходить туда, значит, она не ходячая. Но тоже организовываю, сейчас я должен завтра, послезавтра, уже сегодня уже поздно, выходить на них, и Юра уже будет разбираться и с женой. Я получил, а она еще нет. И я получил за все месяцы, которые были приостановлены. Я нахожусь, я пенсии, жена не ходячая у меня. Я ухаживаю за ней, младшая дочь там работает, чуть-чуть что зарабатывает, но это ей мало. Кормить ее туда все равно надо, лишние потребности нужны. Вот. И так что мне приходится все это организовывать.
и питание вопросы, и все остальное. Ну, она там дома-то решает вопросы, стырка готовит, но она не может выйти, понимаете, ходить не может. Ну, я уже постоянно жить на Украине вряд ли буду. Ну, поехать в Киев с большим удовольствием, конечно, большим удовольствием поеду. Мне так нравится Киев, сам город, он красивейший город, и мне так нравится, там все нравилось. Представьте себе, еще со времен Кучмы я туда ездил, потом со времен Ющенко и Юлии Тимошенко, и этого же Януковича, понимаете? И впоследствии это город замечательный, и народ, и все. Я там, значит, так сказать, как мой второй дом. Понимаете? Но уже ехать, значит, на постоянное жительство, как я жену буду еще везти туда, и потом еще с проблемами. Лучше мы здесь уже будем. А дочка, значит, они с внучкой находится в Германии, в Нюрнберге. Они, если будет, значит, мир, они вернутся туда. Конечно. Пока что. А у меня планы что? Планы здесь-то это и все.